Как я рассказывал в предыдущих видео, многие ученые утверждают, что Евангелие от Иоанна является произведением нескольких авторов, но я с этим категорически не согласен. Я считаю, что первые 20 глав Евангелия были черновым вариантом книги, который их автор-апостол оставил своему ученику для его личного пользования и не успел подготовить к публикации. После смерти апостола, убедившись, что другие версии книги никогда не были опубликованы, его ученик дописал последнюю главу и опубликовал все Евангелие. В этом видео я приведу аргументы против идеи нескольких авторов Евангелия в пользу моей теории. Общая причина моего несогласия с учеными, склонными придумывать древним книгам дополнительных авторов, заключается в том, что резкие разрывы, повторы и даже небольшие внутренние противоречия в тексте не могут служить доказательством того, что авторов было несколько, так же как их отсутствие не может служить доказательством того, что автор был один. Это просто вопрос хорошего редактирования. Многие люди утверждают, что редакторские ошибки должны быть результатом того, что книгу писали несколько человек, но я с этим не согласен. Если несколько авторов независимо друг от друга пишут части книги без единого редактора, который действительно заботится о конечном продукте и которому разрешено переписывать их работу, тогда, конечно, разные части могут конфликтовать друг с другом. Например, никого не удивляет, что в профессиональных журналах или материалах конференций встречаются противоречивые мнения или утверждения. Но во всех этих случаях мы видим очевидные различия в стиле, которых нет в нашем Евангелии. Один автор с гораздо большей вероятностью повторит одну и ту же мысль разными словами, чем несколько независимых авторов каким-то образом напишут похожие тексты. С другой стороны, когда несколько авторов считают себя в равной степени ответственными за всю книгу, или когда каждый из них пишет новое издание книги, переписывая работу своих предшественников, то каждый следующий автор выступает в роли внимательного читателя и редактора по отношению к тем, кто писал до него. Если бы Евангелие было написано несколькими авторами, работающими последовательно, буквально переписывая от руки работу своих предшественников, то маловероятно, что редакторские проблемы, о которых я рассказывал в 16-м видео, остались бы в окончательной версии. Те самые ученые, которые нашли эти несоответствия в Евангелии и поэтому считают, что авторов было несколько, могли бы, будучи на месте предполагаемых ими авторов, легко исправить их и таким образом заставить текст выглядеть как книга одного автора в соответствии с их критериями. Плюс каждый следующий равноправный автор вносил бы свои дополнения, соответствующие его времени. Есть только одно разумное объяснение тому, что Евангелие от Иоанна выглядит как черновик, написанный в 30-е и 40-е годы, но его последняя глава явно написана после 65-го года. Не было никакой группы сменяющих друг друга писателей с одинаковым статусом, десятилетиями читающих и переписывающих работу друг друга. Был один главный автор, апостол Варфоломей или Нафанаил, названный в тексте любимым учеником, и один редактор, который написал постскриптум к этому тексту, то есть нашу 21 главу, и который не стал существенно редактировать первые 20 глав, потому что не счел себя достойным уничтожать и изменять слова своего умершего учителя-апостола. Он даже сохранил в неприкосновенности последние завершающие слова рукописи своего учителя, которые выглядят не к месту в конце нашей 20 главы, буквально посредине истории о явлении Иисуса своим ученикам, и которые автор главы мог бы просто не переписывать или перенести в новое окончание книги. Вы можете спросить, а что если это все-таки компиляция черновиков из двух или более источников? Разница в том, что когда вы сами пишете черновик книги или статьи, вы должны сначала сконцентрировать усилия на написании текста каждой части и эффективнее делать это в том порядке, в котором вы думаете о них, а не в том, в котором они появятся в окончательном варианте. Поэтому повторы и нестыковки частей рукописи – это естественно. Но когда вы компилируете чужую работу, то все, что вам нужно сделать, это прочитать ваши источники, выбрать те отрывки текста, которые вы хотите использовать для вашей компиляции, и отредактировать их.
Вся ваша работа заключается в том, чтобы привести эти части в порядок и в соответствие друг к другу. И если вы не сделаете это должным образом сразу, то вам просто придется проделать всю работу дважды. Представьте, что вы решили объединить три текста, один из которых рассказывает о пребывании Иисуса в Иерусалиме, второй начинается с его перехода на другой берег Галилейского моря, а третий описывает его путешествие по Галилее, как в главах 4, 5 и 6 Евангелия от Иоанна. Ваша единственная задача – скопировать эти три текста от руки в нужном порядке. Вы можете либо не переписывать предложение в начале второго текста о якобы путешествии из Иерусалима на другой берег озера в Галилее, находящегося от него в сотни километров, либо еще лучше переставить второй и третий тексты местами так, чтобы Иисус путешествовал по Галилее в главе 4, перешел на другой берег Галилейского озера в новой главе 5 и затем отправился в Иерусалим в новой главе 6. С чего бы вы, как редактор, решили выбрать обратный порядок глав или скопировать от руки предложение, которое так явно не вписывается в ваш новый текст? А если бы вы взяли текст, описывающий множество чудес, совершенных Иисусом, и вставили его в другой текст, между его первым и вторым чудом, то зачем бы вы стали писать слова «второе чудо», если вы видите, что оно не может быть вторым, ибо следует за теми многими чудесами, текст о которых вы только что прочитали и скопировали от руки? Идея о том, что нестыковки в Евангелии возникли из-за объединения текстов из разных источников, работает только в том случае, если автор и редактор такой компиляции переписал собранные им тексты совершенно бездумно, даже не позаботившись о том, чтобы внимательно прочитать оригинальные тексты. Но тогда зачем он вообще решил это сделать? Как он выбрал тексты, которые не интересовали его настолько, чтобы хотя бы при переписывании обращать внимание на то, что он писал? Можно заметить, что переписчики, создававшие новые копии книги на протяжении многих веков, тоже копировали эти несоответствия и часто делали работу бездумно. Но это разные вещи. Когда вам дают задание переписать книгу, вы стараетесь быть верными оригиналу. Вы должны скопировать текст таким, какой он есть, и не должны его менять или редактировать. Но когда вы составляете новую книгу из нескольких текстов, которые вы уже выбрали так, чтобы они сочетались друг с другом, вы являетесь автором окончательного текста и несете ответственность за решение о том, что включить или исключить. Поэтому моя версия событий, что текст Евангелия, который мы читаем, это черновик, который автор оставил своему ученику и не имел возможности тщательно его отредактировать, а ученик хотел максимально сохранить авторский текст, гораздо более естественная, чем идея, что несколько анонимных авторов написали различные части Евангелия в таком схожем стиле, что их можно читать как одну цельную книгу, не замечая смены автора, но затем какой-то невнимательный компилятор просто собрал их вместе, игнорируя очевидные мелкие нестыковки. Или что этот редактор, который поленился исправить эти нестыковки даже там, где для исправления достаточно было не переписывать несколько слов, почему-то не поленился полностью изменить собранные им тексты так, чтобы они все были написаны в одном стиле. Вариацией на эту тему является идея о том, что Евангелие в основном было написано одним человеком, но на протяжении многих десятилетий. От первых записей после смерти Иисуса в 33 году до окончательной версии во времена императора Траяна, правившего с 98 по 117 год, в эпоху которого, согласно книге «Против ересей» святителя Иринея Лионского, умер апостол Иоанн. Это может объяснить как хорошую память автора на отдельные детали, записанные вскоре после евангельских событий, так и те моменты, которые традиционные ученые считают свидетельством написания Евангелия на рубеже I и II веков. У меня есть несколько возражений против этой теории. Во-первых, если кто-то десятилетиями многократно редактировал Евангелие, то как в тексте могли остаться мелкие противоречия и ошибки, которые могли быть замечены даже при одном внимательном редактировании? А если несколько авторов писали книгу один за другим, то это кажется еще менее вероятным, поскольку каждый следующий автор
читая, переписывая и собирая воедино тексты тех, кто писал до него, отредактирует такие ошибки, как неправильный подсчет чудес и путешествие из Иерусалима в Иудею. Во-вторых, в Евангелии нет ничего, что указывает на то, что оно было написано в конце или даже середине века. Последовательное редактирование на протяжении десятилетий противоречит тому, что в Евангелии не упоминаются вопросы, возникшие в христианстве после 50-го года, о которых я рассказывал в других моих видео. Например, успех миссии апостола Павла по крещению язычников без принуждения их к принятию иудаизма, затем первые ереси, конфликт с римскими властями во время и после Нероновых гонений, разрушение Иерусалима и храма и так далее. Вместо этого Евангелие обсуждает проблемы 30-х и 40-х годов, то есть утверждает, что христиане на самом деле являются правоверными иудеями и критикует иудейских священников и фарисеев, которые потеряли власть и, соответственно, значение для подавляющего большинства христиан после 70-го года. Последний из предполагаемой череды авторов равного ранга наверняка захотел бы обновить текст Евангелия, исходя из тех реалий, в которых он жил во время своего дописывания и редактирования. А если все авторы или редакторы после 50-го года не хотели обновлять текст и были довольны тем, как он был написан изначально, внося только мелкие правки, тогда они фактически были переписчиками, и мы не можем утверждать, что Евангелие создавалось на протяжении многих десятилетий до конца века. И опять же, попытка перенести дату написания Евангелия на конец века, вопреки всем реальным доказательствам обратного, это решение, ищущее проблему. Если бы это и другие Евангелия были написаны после 70-го года, то у нас были бы неопровержимые подтверждения этого прямо в текстах Евангелий. Некоторые утверждают, что авторы Евангелий, писавшие о событиях 30-х годов, просто не хотели вводить в текст анахронизмы, обсуждая гораздо более поздние проблемы. Но, во-первых, для религиозной и пророческой книги анахронизм в смысле заглядывания в будущее звучит не как недостаток, а скорее как отраслевой стандарт. Во-вторых, даже в настоящих исторических романах часто встречаются комментарии автора, привязывающие события книги к современности. Прочитайте, например, вступление к «Трем мушкетерам» Дюма или к «Имени Розы» Умберто Эко, или комментарии автора в романах Виктора Гюго. В-третьих, Евангелия не были историческими романами. Это были книги, написанные для того, чтобы проповедовать учение Иисуса своим современникам. Привязка слов Иисуса к событиям, которые были наиболее актуальными для современных читателей и слушателей, собственно, и была главной целью этих книг. Так же, как в современных проповедях евангельские или ветхозаветные события трактуются в смысле их применения к нашим сегодняшним реалиям. В-четвертых, как я рассказывал в моих первых видео, Евангелия не избегают предсказания и обсуждения будущего, но то, как они делают это, показывает, что их авторы не знали о конкретных деталях событий и проблем, которые стали актуальными после 1964 года, а для Евангелия от Иоанна даже в 50-х годах. Эти попытки предсказания будущего, или скорее прогнозы и предупреждения тем, чье поведение может привести к тому, что это апокалиптическое будущее действительно наступит, используются в качестве аргументов теми учеными, которые верят в позднюю датировку Евангелий. Забавно, как маятник мнений о Новом Завете среди его исследователей за последние пару столетий качнулся от принятия его как абсолютной истины, написанной прозорливыми пророками, видящими будущее на тысячи лет вперед, до нынешнего совершенно пренебрежительного отношения, когда авторам Евангелий и людям, описанным в них, отказывают в способности делать даже довольно очевидные предсказания. Например, что Иерусалим, контролируемый римлянами и сотрясаемый постоянными восстаниями против них, в будущем может быть разрушен в результате серьезной войны. Если бы группа авторов работала над Евангелием до 80-х или 90-х годов, они бы отредактировали и обновили текст с учетом реальных событий тех лет. Реальные примеры того, как древние авторы читали и редактировали тексты их предшественников, это Евангелие от Луки и Матфея, которые использовали Евангелие от Марка и некий предполагаемый источник по имени Кю, от немецкого «Квелле», буквально «источник».
И хотя Q утрачен, Евангелие от Марка, очевидно, сохранилось до сегодняшнего дня. И Q – это либо особый случай, некое собрание изречений и историй, либо же его вообще не существовало, как утверждают некоторые ученые. Но если Евангелие от Иоанна серьезно редактировали, дописывали и переписывали несколько авторов на протяжении 5-6 десятилетий, то как получилось, что абсолютно все их промежуточные произведения исчезли? Как минимум некоторые из этих авторов опубликовали бы свои версии Евангелия, и часть из них дошла бы до наших дней. В древнем мире публикация означала просто раздачу копий своей книги друзьям в надежде на то, что они найдут читателей, достаточно заинтересованных, чтобы копировать книгу и передавать ее дальше. И если вы таким образом выпустили в свет 2 или более версий своей книги, то они будут распространяться параллельно, и вы не сможете остановить печатный станок и убрать старое издание с полок книжных магазинов, потому что не было никаких полок и станков. В моей теории сам автор Евангелия считал свою работу незаконченной, и поэтому, хотя и разрешил своим ученикам скопировать его записи, но только для личного пользования. Но представьте себе, что существует несколько независимых равноправных авторов Евангелия. Если части Евангелия, которые они создавали, все были черновиками, то как они находили друг друга? Почему каждый автор отдавал свой черновик другому и позволял ему редактировать и переписывать его, при этом не желая самостоятельно публиковать свое произведение как отдельную книгу? А если следующий автор все же дописал и отредактировал новый вариант Евангелия, то почему он тоже не опубликовал его, а оставил в качестве черновика, чтобы передать 3-му или 4-му или 5-му автору, чтобы тот создал окончательный вариант и все-таки его опубликовал? Некоторые ученые представляют себе другую картину. Один главный редактор Евангелия каким-то образом собрал множество неопубликованных источников и объединил их вместе. Но как он смог найти их? Всех этих скромных авторов черновиков, которые почему-то никогда не публиковали свои произведения, ожидая некоего редактора. И как получилось, что он так тщательно отредактировал текст, буквально переписал его, что кажется, будто он написан в одном стиле одной рукой, но при этом отредактировал его настолько мало, что даже не устранил очевидные мелкие несоответствия, которые я описал в моем 16-м видео. Я могу представить себе черновик, который изначально написан одним человеком, например, мной, и который случайным образом перескакивает с одной темы на другую с повторами и внутренними противоречиями, когда я меняю свое мнение в процессе дальнейшего изучения и анализа моих источников. На самом деле я постоянно пишу такие черновики, но, к счастью, я всегда успеваю отредактировать их, прежде чем они превращаются в окончательные варианты. Но если бы я объединял некие чужие тексты, я бы сначала убрал явные пересечения и противоречия, еще до того, как собрался бы переписывать и переделывать эти части, чтобы они были написаны в едином стиле. И уж точно гораздо легче заметить противоречия в 2 коротких текстах, написанных кем-то другим, которые вы в качестве редактора прочитали за десяток минут, чем обнаружить их, когда вы пишете свой собственный черновик такого текста в течение нескольких недель, месяцев или лет. Я могу объяснить, почему в черновике чьего-то произведения главы могут располагаться в случайном порядке, потому что писатель вдруг переключил свое внимание и захотел написать о чем-то другом, планируя вернуться к первоначальной теме позже. Но я не могу объяснить, почему кто-то может объединить в очевидно неправильном порядке несколько текстов, написанных другими людьми. Если вы нашли тексты о том, что Иисус был в Иерусалиме, столице Иудеи, и о том, что Иисус путешествовал по Иудее, зачем вам объединять их утверждением, что Иисус отправился из Иерусалима в Иудею? Или, если такое утверждение было в оригинальном тексте, зачем его копировать? И неужели каждый из авторов черновиков был настолько доволен чужими исправлениями его произведения, особенно очень значительными, затрагивающими даже его авторский стиль, что ни один из них не пожелал все-таки опубликовать свой исходный текст даже после публикации всей книги, чтобы объяснить читателям свое видение событий своими словами, без чужих редакторских правок? В
В целом, что касается всех этих теорий о нескольких авторах, я не могу придумать ни одной причины для такой фантастической ситуации и не знаю ни одного исторического прецедента подобного поведения. А вот в пользу моей теории говорит то, что есть немало случаев, когда незаконченные черновики гениального автора впоследствии публиковались его друзьями или учениками. Например, сборник дневниковых записей Паскаля, великого философа и ученого 17 века, был опубликован после его смерти в виде книги под названием «Мысли» «Pensées». Последние книги Ницше были опубликованы его друзьями и сестрой и местами переработаны настолько, что издатели обвиняли в фальсификации. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» был опубликован через десятилетия после его смерти. Эмили Диккенсон практически не публиковала свои стихи, они были изданы после ее смерти ее сестрой. Кафка вообще завещал сжечь неопубликованные рукописи своих знаменитых книг, но его друг не исполнил его завещание и вместо этого опубликовал их. Основатель теории групп, полей и вообще абстрактных алгебраических структур Эварист Галуа погиб на дуэли в 20 лет, оставив свои выдающиеся открытия своему другу в виде нескольких писем, которые были опубликованы только через 14 лет после его смерти и так далее. Критики теории того, что 21 глава была написана другим автором, тоже обычно отмечают странность отсутствия рукописей Евангелия от Иоанна, заканчивающихся 20 главой. Я это объясняю тем, что автор 21 главы не только дописал Евангелие, но и впервые опубликовал его. И если 20 глав были написаны апостолом Варфоломеем, а глава 21 была написана его учеником после его смерти, то вполне логично, что ученик апостола постарался сделать так, чтобы она максимально соответствовала стилю остальной части Евангелия, и при этом испытывал достаточно уважения к своему умершему учителю, чтобы не редактировать и не урезать его оригинальный текст. Он даже намекнул читателям, что автор Евангелия уже умер, добавив историю о том, что Иисус не обещал любимому ученику, что тот доживет до второго пришествия. Многие ученые заметили этот момент, но не обратили внимания, что самого факта смерти автора 20 глав недостаточно для объяснения написания этого отрывка автором последней главы. Авторы большинства хороших книг, которые мы читаем, тоже уже умерли. И вы сами не раз в своей жизни цитировали известных людей, которых уже нет в живых. Но как часто вы при этом чувствовали необходимость даже просто напомнить об этом вашим читателям или собеседникам, не говоря уже о том, чтобы рассказать на эту тему целую историю? Я думаю, что ученик автора Евангелия добавил этот отрывок, чтобы намекнуть нам, что последнюю главу написал не его учитель-апостол, а он сам. И именно потому, что он испытывал к своему учителю огромное уважение и, дописывая его книгу, не хотел чувствовать себя самозванцем и фальсификатором. А если вы не согласны с тем, что человек, написавший последнюю главу, мог испытывать особое благоговение перед оригинальным текстом Евангелия, которое не позволило ему его удалять или переписывать, просто поставьте себя на его место. Представьте, что вы сами благочестивый и набожный христианин первого века. Настоящий апостол Христа оставляет вам свою рукописную книгу, которую вы должны опубликовать после его смерти. Конечно, вы можете добавить некий текст, который, по вашему мнению, апостол должен был, но просто не успел написать. В этом нет ничего плохого, особенно если вы намекнете читателям, что апостол уже умер и по скриптум к его книге написали вы сами. Но не будет ли вам казаться практически святотатством вырезать и выбрасывать слова из его текста? Кто мы такие, чтобы решать, что слова апостола и любимого ученика Христа должны быть навсегда уничтожены? Как написал в книге Откровения 22, 18, 19 другой Иоанн: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Прилагать к тексту черновика, недописанное автором, гораздо менее предосудительно, чем к тексту уже опубликованной книги, тем более если нам практически сообщили, что последняя глава написана кем-то другим. А вот по поводу удаления чужих слов, авторы во все века обижаются, когда редактор вычеркивает важные мысли просто потому, что он сам их не понял.
И ученик автора Евангелия должен был чувствовать себя очень неловко, редактируя работу своего великого учителя после его смерти. И поэтому он воздержался от удаления даже текста, который вычеркнул бы любой редактор, не испытывающий особых чувств к автору и его памяти. В противоположном случае, когда древний автор заимствует текст у автора равного с ним статуса, он органично вписывает его в свою книгу, редактируя его весьма агрессивно, убирая одни предложения, добавляя другие, переписывая третьи, так что в итоге читатель даже не догадается, что часть нового текста была написана кем-то другим. Иллюстрацию этого вы можете увидеть, перечитывая Евангелие от Матфея и Луки и пытаясь угадать, какие предложения Матфей и Лука взяли из Евангелия от Марка. Мы знаем, что они цитировали Марка только потому, что у нас есть текст самого Марка, и мы предполагаем, что существовал некий источник Q только потому, что у Луки и Матфея есть похожие фразы, которых нет у Марка, и которые они взяли откуда-то еще. Лука и Матфей, очевидно, считали Марка равным себе и относились к его Евангелию прагматично и без особого пиетета. Возможно, они даже чувствовали свое превосходство над Марком, поскольку лучше владели греческим языком, особенно Лука, для которого греческий был родным. Ни Лука, ни Матфей не подгоняли свои писания под стиль Марка. Напротив, они исправляли Марка, улучшая его грамматику и словарный запас, даже когда цитировали его текст почти дословно. Другие ученые много писали и говорили на эту тему, и вот один из таких примеров. Во время преображения Иисуса в Евангелии от Марка 9:3 говорится, что «Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как на земле белильщик не может выбелить». Некоторые переводы, включая синодальный, добавляют «как снег». Но этой фразы нет в самых старых кодексах IV века, Синайском и Ватиканском, а в кодексе Безы V века она появляется вместо слов о белильщике. Возможно, некий переписчик решил сократить и улучшить сравнение, а в Александрийском кодексе V века уже присутствуют оба сравнения – со снегом и белильщиком. Матфей 17:2 заменяет этот текст словами «И преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». А в Евангелии от Луки 9:29 говорится, что «Одежды его сделались белыми, как вспышка молнии». В синодальном переводе сказано «Одежда его сделалась белою, блистающую». Но греческое «эксостраптон», светящийся ярко как молния, буквально происходит от астеропе – вспышка молнии. Здесь у Луки и Матфея не было реальной необходимости изменять текст Марка, у них не было никаких идейных разногласий, кроме того, что их новые метафоры, белый как свет или молния, реально звучат лучше и интереснее, чем белильщик у Марка. И в этом заключается кардинальное различие с 21 главой. Лука и Матфей считали себя вправе менять в Евангелии от Марка буквально все, даже мелочи, которые они просто пытались немного эстетически улучшить. Однако автор главы 21 не сделал даже самых очевидно необходимых исправлений, таких как удаление упоминания второго чуда после многих чудес или выглядящей как конец книги концовки 20 главы. Наконец, вы можете спросить, как мы можем быть уверены, что недостаточное редактирование первых 20 глав было вызвано благоговейным уважением опубликовавшего Евангелие ученика автора к его покойному учителю-апостолу, а не просто его небрежностью или ленью. Во-первых, если бы он был небрежен или ленив, то он не стал бы заботиться о написании последней главы, тщательно подгоняя ее под стиль, почти идентичный остальной части книги. И не сделал бы это настолько хорошо, что даже спустя 2000 лет большинство читателей не замечают, что последняя глава написана другим человеком. Во-вторых, поскольку он переписывал книгу от руки, внесение самых очевидных редакторских исправлений означало бы для него не больше, а меньше работы. Ему нужно было просто не копировать некоторые очевидно лишние слова или отрывки, но он копировал их, и даже неоднократно, при создании копии Евангелия для передачи первым читателям. Например, он не мог по неосторожности забыть, что он сам добавил последнюю главу, а значит исходную концовку книги можно было удалить. Копировать ее от руки снова и снова в окончательные версии книги было делом не ленивого человека, а верного ученика, который хотел полностью сохранить переданные ему последние слова его учителя-апостола.